Друзья, всем привет! Это новый выпуск на моем канале. Меня зовут Никита. Проживаю я все еще в Катаре, в Дохе. И сегодня поговорим с вами о том, стоит ли ехать работать сейчас в Катар, или лучше просто приехать отдохнуть и уехать отсюда. В общем, все плюсы и минусы работы, проживания здесь в сегодняшнем видео. Не забудьте заранее подписаться на канал, поставить лайк, я буду очень благодарен. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Закат сегодня шикарный, погода наконец-то наладилась, можно просто погулять, вот так вот поснимать, как по старинке. Смотрите, какой вид офигенный, просто супер. Сюда стоит приехать хотя бы ради погоды, ради того, что здесь постоянно тепло, офигенная погода. Не всегда, конечно, летом здесь очень жарко, но вот начиная буквально с середины октября до середины мая, начала мая погода шикарная, смотрите. Кайф, вообще супер. Ну что, друзья, давайте тогда с вами поговорим вообще по работе в Катаре. Сложно ли здесь найти сейчас работу? Сколько здесь получают в среднем? Погнали. Начнем давайте, пожалуй, с того, где вообще здесь сейчас работают наши ребята. Наши работают много где, во всех практически сферах. Начиная от обслуживания, заканчивая менеджментом. Самые популярные профессии здесь это продавец в каком-нибудь бутике или просто магазине. Но наши в основном работают в каких-то хороших местах, хороших бутиках, русскоговорящие. Также это в отелях, хостес, официантки. Много сейчас, кстати, я вижу, здесь работает казахов, работают менеджерами, кстати, работают в салонах, делают прически, ногти, все вот эти с бьюти, что связано. Здесь сейчас это очень распространено. И наш сервис здесь ценится. И получают в среднем в таких местах, если работаешь в бутике хорошем, элитном, зарплата хорошая, около 14-13 тысяч реал, что где-то около 3,5 тысяч долларов. В ресторанах мало получают, сразу скажу. Может, в районе 700-800 долларов, 900. С чаевыми, может, совсем 1000 наскребется. Менеджеры получают хорошо. Зарплата где-то около 3,5, также 4 тысяч долларов. В салонах парикмахеры, колористы, кто там еще, девочки, вы в курсе, ногти кто делает, вот эти вот нейлс-мастера. Зарплата примерно 1700-1500 долларов. Где-то в этом районе, 1500, я думаю, будет выходить. Но в этом случае, в большинстве случаев, работодатель покрывает вам расходы на жилье, то есть вы не платите за жилье. В бутиках конкретно, если вы работаете, то там уже придется платить за жилье самим. На самом деле, сейчас в Катаре работу найти достаточно сложно. Рынок слегка перегрет, то есть предложения по работе очень мало. Здесь обычно любят набирать к сезону людей, то есть когда открывается туристический сезон, вот это как раз с середины октября, активно набирают людей, потому что туристов становится больше. Все остальное время здесь как-то туговато. Еще здесь много наших славянских девчонок приезжают и работают типа моделями. В каком плане типа моделями? То есть проходят какие-то крупные мероприятия. Здесь, вот, к примеру, в прошлом году проходила Формула-1, также проходил Женевский автосалон, выставка крупная ювелирных изделий и часов. И вот наши девочки там выступают в качестве просто модели. Просто стоят красиво, завлекают людей. Вот. В чем-то помогают, если есть необходимость. То есть куда-то там отводят, что-то показывают. Вот такой работы, в принципе, здесь достаточно много, но также тоже в сезон. Сезон обычный это вот зима здесь. Летом с работой тяжело. Что вообще по ценам сейчас в Катаре? Давайте пробежимся чуть по жилью. Жилье сейчас, в принципе, чуть-чуть упало в цене. То есть, если вы хотите жить один в хорошей локации, вот, к примеру, я живу в Вест-Б, это одна из самых хороших топовых локаций, рассчитывайте минимум на $1000 в месяц, это минимум. И, в принципе, это достаточно хорошая цена.
Это не во всех, вот в конкретном моем отеле такая цена. Если хотите что-то там покруче, а-ля там 5-звездочный, уже цены совсем другие. Начинаются от $1500-2000 за месяц. Вот, друзья, встретил девушку, она из Индии, но она отказалась, правда, сниматься на камеру. Я с ней так пообщался, спросил, где она работает, сколько зарабатывает. Скажем, ее зовут Алла, вымышленное имя. Вот она работает типа в ресторане, с Талабатом что-то связано, то есть с доставкой. Она упаковывает еду, что-то в этом роде, я так понял. Вот, но связано что-то с Талабатом. Я спросил про зарплату. Зарплата 1400 реал, что где-то около $400. Но компания покрывает транспорт и проживание. Еда за ее счет. Но вот, как она мне сказала, 1000 реал она сохраняет. Что, в принципе, для ее страны, видимо, это большие деньги. Да, такой момент. Может быть, не все знают, что здесь зарплата зависит также от вашей национальности. Да, как бы это ни звучало, но если, к примеру, вы британец и работаете менеджером, вы будете получать одну зарплату, достаточно хорошую. Если вы там русский или там казах, вы работаете менеджером на той же позиции, у вас будет зарплата другая. Да, здесь есть такое. По поводу работы, кстати, друзья, мне очень многие пишут, просят помочь по работе, помочь устроить сюда, хотят приехать в Катар. Друзья, я не устраиваю в Катар. Я знаю компании, которые с этим помогают. Если вам интересно, напишите мне в личку в инсте, вот мой инстаграм. Я с радостью поделюсь контактами компании, которая этим занимается. Я конкретно сам не занимаюсь. Также гидом я не работаю здесь. Это будет стоить очень дорого, если я буду гидом работать. Ну, у меня также есть контакты людей, которые здесь занимаются, работают гидами. Кому интересно, также мне напишите, я сброшу контакты человека. Это мой хороший, близкий человек достаточно. Она совсем поможет, не проблема. Кому нужен гид, пишите мне также в личку, в директ в инсте. Люблю Катар зимой. Это офигенный такой свежий воздух. Закаты офигенные. Просто смотрите, какая красота. Вообще просто супер. Сегодня вообще кайф погулять просто по набережной. Насладиться погодой. Люди прям корниш полон людей. Прям очень много народу. Сейчас бы искупнуться. Здесь свободно, можно на корнише стоять и рыбачить, никаких проблем вообще с этим нет. Не знаю, правда, что они там ловят, пока никого не увидел, чтобы кто-то что-то здесь ловил. Какие-то маленькие рыбешечки есть. Но вообще сам факт того, что не запрещают здесь, это прикольно. Мне писали вообще также ребята из Беларуси, подписчики, стоит сюда приезжать как туристу или не стоит. Однозначно да. Прям, реально кайфанете. Здесь также очень чисто, очень безопасно. Город современный. Но это не Дубай, это однозначно. Не нужно мне там писать, спрашивать, а в Дубае так, а в Дубае так. Здесь не Дубай. Здесь не так, конечно, свободно может быть, как в Дубае, зато здесь супер безопасно. Здесь не столько людей на улицах, не столько автомобилей ездит, все очень спокойно, и этим мне здесь очень нравится. На корнише можно покататься на таких лодочках. Типа старинные лодки, на которых раньше добывали жемчуг. Сейчас на них можно спокойно
взять и вот покататься. Вас возят прям по, вот здесь вот по Персидскому заливу. Это, кстати, не очень дорого стоит. Торгуйтесь с этими ребятами, которые вот вам предлагают покататься на этой лодке. Можно сторговаться прям очень хорошо. Обычно с человека они берут реал, наверное, 40. 40, да, 40, раньше было 40, сейчас не знаю, сейчас спрошу, сколько стоит. How much? If one person, how much? One person, 25 real. 25 real, one person? Fine. Good. Just asking. Later, maybe. Thanks. В общем, спросил я, вы сами, в принципе, слышали, я думаю, попало на камеру, 25 реал с человека стоит. Что прям дешево реально. Раньше стоило дороже. Или, может, он камеру увидел, что я его снимаю, поэтому назвал такую цену, но вообще 25 реал это примерно $7 примерно с человека. Очень вполне доступная цена. I think you need to go to other side. Here a lot of noise. Yeah? Noise, yeah. Small? Если сюда ехать как туристу, вот сейчас путевки достаточно дорого стоят, потому что сезон. На человека выходит, наверное, от $1400. Хотя я наслышан, что в Турцию того дороже стоит. Раньше, в прошлом году сюда можно было приехать где-то $600-700 на человека. Сейчас уже в хорошем достойном отеле 1400 где-то долларов стоит. 1300-1400. На двоих около 2200. Что, в принципе, достаточно приемлемо в нынешних реалиях. Кстати, в отличие от Дубая, здесь можно спокойно гулять вдоль дороги, потому что здесь есть пешеходные дорожки. И это очень удобно, особенно в центре, вдоль Корниша, вот прям велодорожка, и там вот можно просто прогуляться вдоль моря. Что я считаю прям супер офигенно, они молодцы в этом плане. Сделали не только для машин, но также еще и для пешеходов. Такой, друзья, коротенький выпуск получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если появляются у вас еще какие-то вопросы, пишите мне в Инстаграм или пишите в комментарии. Я стараюсь, в принципе, на все запросы по возможности отвечать. Подписка, лайк. Всем пока. Просто нереально красивый закат. Посмотрите на это. Супер, просто наслаждение для глаз. Красиво так прям, над небоскребами. Кайф. You're chilling in the rain.